Ну что, всем привет. Hello everyone. This top 15 tips and tricks I will make in Russian, sorry. But if you wish, I can retranslate and translate it in English and make another video in English. But this one will be in Russian. You can use subtitles and feel free to leave some comments below if you want to see топ-15 tips and tricks in English. Ну что, всем привет. Значит, 15 советов вообще всем. Я не думаю, что это обязательно новичкам. Я думаю, что стоит освежиться всем. Итак, поехали. Значит, у нас есть, во-первых, Discord канал, ссылка есть, соответственно, внизу видео, и в нем есть Википедия. Вот. Заходим в Википедию, и там куча всякой разной интересной информации. Вот. И я себе оставил здесь шпаргалку на 15 вот этих советов. Итак, первый совет. PT Armor Reroll инвентарь. Смотрите, эта игра вся полностью посвящена грайнду, посвящена, в общем-то, фарму. И, в общем-то, вся игра происходит вот здесь в инвентаре, да, можно так считать. Поэтому очень хорошо, ну вот я дам свой совет, как я распределяю мой инвентарь, чтобы у меня, поверьте, у меня 4 аккаунта, а на самом деле до этого было 9 аккаунтов, которыми я каждый ежедневно играл, и довольно тяжело сортировать вот все эти шарды. Я придумал систему, можете ей пользоваться, можете не пользоваться, но она мне помогает. Во-первых, я должен сразу пойти к Enchantress и просто узнать, какие есть материалы. Вот, у нас есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. 12 материалов, и единственного материала, которого здесь нет, это хаос 9 ампула, потому что ее, ну, то есть ее нету здесь, ее нельзя купить, видимо. Вот, в Material Shop. Да, в Material Shop ее тоже нельзя купить. Вот. А в Material Shop можно увидеть вообще все материалы, которые там существуют в игре. И у меня есть такая сортировка по вкладышам. То есть вообще все мои сумки, они изначально пустые. Я им встраиваю настройку, полностью все лучу, кроме там PetX. Но на самом деле вообще можно all поставить, вообще all, и просто убрать только вот до зеленых. Но зеленые, в принципе, тоже можно лутить. Вообще можно вообще все лутить. Чуть позже объясню почему. Вот, но я вот ставлю вот такие настройки в каждой сумке, абсолютно в каждой. И у меня по мере наполнения моих сумок, они вот так наполняются, пока не дойдут до последних 3 вкладок. Вот, ну, понятное дело, что вы сейчас начнете, ой, у меня там 8 сумок. Ну, ребята, это действительно здесь надо иметь желательно 2-3 сумки. Если у меня было 2 сумки, я вот играл с 2 сумками. Хорошо, первая сумка для лута, вторая сумка для вот такие, для засейвленных. И вот она по мере у меня наполнения, я бегаю карты, кто-то сразу заходит, сортирует. Вот у меня это не работает. То есть я бегаю 10 карт, пока у меня не заполнится инвентарь. И когда он заполняется, вот есть вот этот дяденька скавенджер, у которого, если что, можно поднять то, что у вас не влезло, либо то, что выпало из карты. Выпало с карты, это значит, там упал, допустим, какой-то босс забаговался, упал вне зоны карты, или, что чаще, летающий юнит, вы его запетрифайли, он упал, и из его инвентаря, он как бы пропал, этот инвентарь, и он к вам попадает сразу к скавенджеру, к деду. Значит, вы никакой лут не теряете, вы просто его берете, и дальше, соответственно, он у вас оседает в первых сумках. Наполняется, а потом идут шарды. Вот в моем случае у меня все очень просто. Первая сумка для зеленых шардов, вторая сумка для синих шардов, и третья сумка для материалов. Вот смотрите, у меня ровно, вот сколько здесь есть материалов, вот ровно так и есть. 4 слота внизу, 8 слотов сверху, 4 слота внизу. Вот, смотрите. 8 слотов сверху, 4 слота внизу и еще один дополнительный. Это из-за того, что хаос 9 ампул. И так легко запомнить. Потом все виды пыли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 видов пыли. И дальше пошли материалы. Вот почему я советую дальше вот эти материалы копить. И вы сейчас увидите, что их очень просто копить. Потому что нам очень много зависит от пэтов. По крайней мере, сейчас стало очень много зависеть от пэтов. Их надо реролить,
им статы реролить надо, дэмэдж там возможно. Они, во-первых, наносят урон, у них очень хороший, между прочим, урон, у них очень хорошие статы. Посмотрите, 28 500 мне дает только health. Поэтому все, что касается пэтов, очень важно в этой игре. И чуть позже я скажу, какой пэт самый эффективный. Ну, собственно, вы его уже подсмотрели, увидели на моем монахе. Я только с ним и бегаю. Вот. Дальше я вот это собираю по фану. Вот. И примерно как выглядит, вот, когда я выхожу с карты. Я заглядываю к деду, я подбегаю, проверяю вот эти все елочки каждый день. Это тоже важно, с них падаются всякие ништяки. Дальше я захожу сразу во вкладку Filter by Mods. Смотрю, вот эти две вкладки мне гарантируют, что я не пропущу десятку. Если довольно много бегать, то все десятки попапятся здесь. Да? То есть у меня выше шестерки вообще ничего нет. Дальше я иду, просто сортирую по сумкам. Тоже сейчас скажу почему. Сортирую. Вот, пока не дохожу до последней. А потом в обратном порядке их продаю. Вот, когда я их продаю, я вот так вот делаю. Еще поднимаю каждый. Открываю абсолютно каждый подарок. Ой, извините. Шарды не открываю. Открываю каждый подарок. И вот эти вещи... Они один раз здесь сохраненные, допустим, у меня их не 99, вот Empowerment Stats, не 99. Или вот Vial of Dragon Blood, не 99, они оседают сразу сюда. А все лишнее, оно остается здесь в сумке, и я это могу продать. Вот. И важное замечание, что 100% из 100 сортировка происходит, вот если мы на эту страницу, например, положим какой-нибудь материал, вообще любой, вот смотрите, любой материал положим, то сначала сортируются материалы, которые у нас оседают вот в конце карты. Вот эти важные материалы, они сортируются первые. То есть мы никогда не пропустим ампулу. Если у нас выпала ампула, вот если она у нас здесь есть, то она будет оседать здесь, накапливаться. Вот. Но, допустим, у нас выпал Pristine Mode, и 99 их здесь стало, и они выпали бы здесь. То есть первые строчки мы никогда не пропустим. Почему важно сортировать? Никогда не пропустим материалы, которые мы фармим. Вот эти все материалы, которые мы фармим, их надо гигатонны, поверьте. Просто я недавно апгрейдился на 2 миллиарда. И я использовал вот этих только моутов где-то 1030. Понимаете, вот эти все материалы очень важно фармить в игре. Вот. И их нельзя пропускать. И... Конечно, вот когда мы сортируем, дальше смотрим сверху, быстренько смотрим снизу, у меня до автоматизма. И я еще одну-две шмотки смотрю нижний ролл. Нижний ролл это что значит? Это когда мы смотрим, то есть если верхний ролл мы можем рерольнуть, вот, да, взять и рерольнуть. Вот смотрите, тут какой разброс от 12 тысяч до 13 300, там где-то 30%, да, разброс. То нижний ролл мы не можем рерольнуть, мы можем рерольнуть только верхний. И можем реролить только характеристики, моды. Вот. То же самое касается реликвий. Мы реликвию нижний ролл не можем рерольнуть, можем только верхний. Для этого нужны талисманы. И можем рерольнуть только, значит, вот эти вот моды. Для этого нужны токены. Вот. И я смотрю пару вещей. Нижний ролл. Я просто сразу знаю, что там 17947, нижний ролл большой. Почему важно, допустим, у реликвий смотреть нижний ролл? Потому что есть замечательный вампирик шард, который, читайте, increase defense power на 76% of its defense health. То есть, представьте себе, практически, вот считайте, что не 76%, почти 100% defense health это и есть power. То есть, что только что произошло? У меня Defense Health 24 500. Практически весь этот Defense Health идет в Power. У меня Pet дает 28 500 Health. Практически весь этот Health идет в Power. У меня в Ascension прокачано 15 тысяч Health. Практически весь 15 тысяч Health идет в Power. То есть вампирик вообще, ну да, даже можно посмотреть. Давайте вот мы поставим с вампириком. 4,5 ляма. Уберем вампирик, шард. Просто убираем его. И 3,27. Это ли не чудо? Это сколько процентов? Давайте посчитаем. 3,27. Я уже забыл. И 4,48. Давайте считаем. 4,48. 3,27. Это 37%. 30, мать вашу, 7%. Вы можете себе представить? 37% дает вампирик.
Вот. Это при том, что я еще не бустил на самом деле его, потому что он как бы еще больше будет буститься за счет других там, да, бустаур, там всяких там балдимов и так далее. Вот. То есть с новым патчем, на самом деле, с применением вот этих пэтов, которые дают 28500 хелсы, с гилжиным вампириком, с возможностью прокачать в талантах, вы невероятно можно бустануть урон только за счет вампирики. То есть вот эти 37%. А вот давайте посмотрим, насколько бустит даже Distraction. 4.48, там было 3.37. Вот посмотрим, насколько бустит Distraction вообще. 3.16, вы представляете? Вампирик бустит практически как Distraction. Гилжиный причем Distraction. То есть тут 42%, а там 37%. Вот можно так считать. Вот. Поэтому очень важен нижний ролл. Видите, у меня он здесь практически, хотел сказать бесконечный, практически перфектный. То есть 24539 из возможных 24566. Конечно, я бы, ну, это уже загоны такие, потому что 21800 отличается от 24500, ну, не сильно там, да, 3000. Но там копейка рубль бережет, тут 3000, тут 3000, там 3000 в талантах. И в итоге у вас, ну, как бы и дэмэдж вот и накопился. Тем более, чуть позже расскажу про философию диверсов, в которой именно это и работает. Вот это копейка рубль бережет. Ну и дальше вот смотрим пару, я вот обычно смотрю один релик хотя бы и один армор. Один армор то же самое, то есть вот у меня, допустим, нижний ролл, если вы увидите, 414 дэмэдж, 414 дэмэдж, 411 дэмэдж из 425 возможных. Это уже не поменять. То есть этот дэмэдж мой кэп, все. Можно поменять только верхний дэмэдж у оружия, и то у него хелсу тоже желательно нижний ролл хороший. Короче, нижний ролл и на оружие, и на реликах очень важен. На реликах важнее, конечно, хелса, потому что я фанат вампириков. Это дистракшн. Это дабл дистракшн. Вы считаете, дистракшн, вампирик это дабл дистракшн. Все, можете так в голове своей иметь. Все остальные шарды можете забыть. Вот, и продаем. Вот такой вот первый совет, значит, и, ну, естественно, как бы такие базовые вещи, как моды, если вы нашли какую-нибудь десятку, например, ну, давайте возьмем десятку у нас, допустим, антифрост. Вот, если вы нашли антифрост, десятку, вот я вообще анти никакие не рекомендую, и хотите вставить свою защиту в какую-нибудь свою реликвию, а у меня даже вообще нет пустых реликвий практически, да, ну, допустим, хотите вставить, вот, свою реликвию получше, да, то, естественно, вы идете к Протеусу, смотрите в первую очередь, одинаковы ли хаоса шмотки. Вот в данном случае мне повезло, что они одинаковы. И я вот так, альт зажимая, альт, я перепроверяю, что 7 хаос здесь, 7 хаос здесь. Я переношу себе там те моды, которые нужны, и гилджу их за 200 там, монет. Для этого нужны кластеры, ну, это дорогая процедура, для нее нужны и кластеры, и вот эти вот медальки. Если бы были разные тиры, то вот, например, сюда я не могу вставить в кампейн, то надо выровнять эти статусы. В любом случае, и если слева хуже, а справа лучше, тогда у вас вправо будет хуже версия. То есть у вас прям натурально будет хаос 7, и тут хаос 1, например. И вы это не исправите никак, кроме реролла, кроме ребута, кроме резета своего персонажа. Когда все у вас имеющееся сбросится на одинаковый кампейн уровень, тогда вы можете как бы это починить. Иначе никак. И если слева наоборот больше, а справа меньше, то вам вообще игра не позволит это сделать. Вот. Также важно фармить вот эти медальки. Ну, не только поэтому, но и поэтому вот это вот главный ресурс, это вот эти медальки. И их надо фармить. Поэтому надо выполнять дейли миссии, надо выполнять виклики. И дейли миссии просто реролить 2 победы. Вот. Гарантированно 2 победы всегда реролятся на что-нибудь получше. Вот. Также важно понимать, что вот, например, вы здесь можете использовать как раз вот эти все материалы для пауэрапов, для реролов всевозможных. Рерольнуть обилку можно, рерольнуть атак рейд. Я этим даже не занимался. Атак дэмэдж. Ну, давайте сейчас рерольнем, допустим. 190, вот 602, я даже, видите, не реролил, ну, как бы для меня минорная история, вот, и самое главное, что я, конечно же, рекомендую, это у всех пэтов вообще практически без исключений, ну, кроме пэтов, которые там висят на каком-нибудь варваре, да, у которых нет построек, короче, это, собственно, варвар и
это самое, и Ганвич, которые я даже не покупал. Вот видите, у меня все купленные, кроме Ганвич, я ее даже не собираюсь покупать никогда. Она мне не нужна, и я так подозреваю, что мне в итоге и Варвар не понадобится. Я его даже не прокачивал, не в курсе про него, на него не буду делать пока обзор. Ну, хотя, может быть, и когда-нибудь сделаю, но я им даже не играл пока что. Кроме Варвара, вот у меня у него хелса и дэмэдж, хиру. А всем остальным героям, потому что это игра про Tower Defense. Соответственно, у меня абсолютно у каждого героя Defense Health, Defense Power, Defense Health, Defense Power, Defense Health, Defense Power, Defense Health, Defense Power. Вообще у всех, вот просто у всех. Почему я так делаю? Не везде вампирики втыкаются, далеко не везде. Но. Просто, как бы, у вас тогда есть возможность все равно воткнуть вампирик. То есть Defense Health нужен реально из-за вампирика. А иначе что вам еще качать? Что там, дэмэдж героя? Да, он дэмэдж героя и так большой, на самом деле. И так в порядке. Все с дэмэджем героя за счет модов, за счет больших вот этих все. Ну да, я мог бы бустануть на 28 тысяч свой дэмэдж, но я все равно вам как бы универсально так рекомендую действительно Defense Power, Defense Health. Значит, дальше, как только вы копите свои шарды, вот видите, у меня, например, шарды, я вижу, что у меня, ну, чисто визуально, когда вы сортируете, визуально видно, что каких-то шардов много. Вот. И сохраняйте гилженные шарды. Вот, например, у меня 2 радианта гилженных, все, я следующие радианты могу продавать. Они у меня есть. Либо я их должен вставлять в героев, да, у меня их много, я во всех героев должен вставлять их. Либо они гилжены, если гилжены, значит я их уже не собираю. Но именно на этом персонаже у меня исключение, я на нем собираю практически все. То есть, потому что у меня просто очень много их. Но вообще, у меня такое правило, что я если все вставил, то дальше просто, вот Power Gambit мне точно не нужны. Потому что их очень много у меня, да, вот, и они гилжены. Вот, здесь, например, визуально видно, что у меня уже очень много вот этих двойных мечей. Но, к сожалению, они не все Explosive Poison, видите. Вот. Но их многовато Explosive Poison. И давайте посмотрю, сколько надо. Вот у меня скоро накопится 10 тысяч. И я каждые 10 тысяч не покупаю нового героя. Вот забудьте про вот это. Типа, какого у меня 10 тысяч монет, и я какого героя купить? Гилдите шарды, мать вашу. Ну вот реально. 10 тысяч накопили, загилдите себе Defense Rate или что-нибудь. Вот. Чтобы, во-первых, освободить инвентарь. Самое главное, на самом деле, функция это вот этих монет, это освобождать инвентарь. Вы копите. Вот, Explosive Poison, все, у меня 7 их. Я могу взять и еще 3 купить. Explosive Poison. Здесь есть все, кроме Банни Хоупа. Так скажи, бам-бам-бам, покупил, загилдил шарды, ставил, все счастливы, все рады. Я, кстати, сейчас не использую Explosive Poison. В принципе, оказывается, его не обязательно использовать, но тоже об этом чуть позже расскажу. Вот такая вот система. Так, еще вот этих двух вендоров иногда можно покупать, иногда смотреть, какие в них моды стоят. Иногда в них десятки даже попадаются. И иногда попадается вот хороший, например, лук 4 в секунду, пента 5. Его даже можно купить, потом загрейдить, и довольно неплохой. И у них бывают перфектные роллы нижние. Вот, и как и вот этого чувачка, здесь проверено, что бывают синие реликвии с десятками прямо, бывает такое. И вот можно проверять нижние роллы. Вот давайте сейчас проверим парочку. Вот видите, нижний ролл 173 неплохой, 179. Нижний ролл уже объяснил, потому что верхний можно реролльнуть, а нижний это самое. Значит, в этой же части важно упомянуть про важность, скажем так, вот токенов вот этих вот. Основные элементы из этого всего, как бы, ну, понятно, ампулы, понятно, моутов надо копить, кластеры для того, чтобы операции делать с модами, переставлять, там, апгрейживать. Вот, но основное, вот, я бы обратил внимание, это на талисман. Талисман, он нужен для того, чтобы реролить верхнюю одежду. Значит, верхнюю одежду, ну, допустим, вот мы берем какого-нибудь, вот, ладно, возьмем, там, не знаю, вот этого. У него сколько-то армора, да? Он не 100%, давайте реролим. Вот мы бам-бам берем его реролим. Вот. И он получше стал. Зачем, казалось бы, реролить армор? Ну, это ДПСер. Но прикол в том, что рероля
верхний стат, мы повышаем очки вот эти вот, ну, как бы, ценность шмота персонажа, и от этого растет урон, характеристики Defense Power, Defense Health у пэта. И эта разница может быть очень существенная. Например, если у меня здесь 28500, то у негрейженного какого-нибудь, да, там уже 20 тысяч Defense Health. Defense Power и Defense Health соответственно. И получается, он потенциально на 8 плюс 8 тысяч меньше получает для всех своих реликов. И реролить очень важно и weapon, не только из-за урона, но и из-за вот этого процентного шмотного, скажем так, как это называется, все время забываю, чемпион скора вот этого. Это первое. Второе, важно вот эти токены сохранять, потому что вы можете брать и реролить моды. Вот где у меня там были моды неперфектные. Вот здесь, например, вот я набрал диверсы, вот у меня хоп, не перфектный. И я бам беру его и реролю. Реролю, раз, два, там. И вот он у меня там лучше принимаю. Это безопасные так называемые реролы, потому что если лучше, я принимаю. Если хуже, я отвергаю. Но прикол в том, что вы просто засекаете 286 токенов. Вот прям берете на калькуляторе, считайте 286. Я уже сколько-то потратил. И гарантированно, это проверено, просто перепроверено, ребята, вообще. Вот у меня, кстати, мало моутов. У меня было недавно 40 тысяч моутов. Я потратил, внимание, 39 500 моутов. Вот прям недавно. На рероллы, на всякую херню. Вот на вот это. Поэтому моуты это самое главное. Вообще, мана, ну, как бы деньги, пыль, да, вот этого игры. Вы замеряете вот эти вот токены. И каждый 286 гарантированно получаете десятку. Вот просто гарантированно. Но, прикол. Можно получить раньше. И вы просто тупо пропускаете. Ролл, вот так вот, escape, бам, нажимаете. Если вы получили, вы готовы только через, ну вот сейчас, вот давайте по-крупному. Если бы я сейчас реролил, я 286, я так на глаз бы 900 где-то. На 900 уже где-то реролл должен быть. Вот, я бы делал так на вашем месте. Я так и делаю. Я вычитаю 200 для простоты. Вот 200. Вот 200 вычитаю, и получается 950. Когда у меня будет 950, мне нужно затормозить и прямо очень аккуратно держать палец на пульсе. То есть последние 86 реролов надо реролить, во-первых, то, что нужно реролить. Очень часто, кстати, можно реролить вообще что-нибудь, что попало, да. Вы, допустим, вы хотите рерольнуть там какой-нибудь, ну, вот я здесь хочу рерольнуть себе Diverse Critical Chance, да. Вот. Но я могу реролить вообще других персонажей, вообще шмот. Просто шмот реролю, все подряд. Айс, там, ну, там, шмот, другие релики, все, что угодно, потому что этот каунтер общий. И потом под последние 86 я беру и возвращаюсь. Даже если у меня девятка, Defense Rate самая обидная, да. Я 86 раз девятку реролю. И аккуратненько слежу, чтобы не пропустить десятку. Я в своей жизни где-то 4 десятки пропустил. Поверьте, это очень больно. Даже при моем количестве, вот у меня сейчас 1100 токенов, то есть это там на сколько, на 4-5 реролов. У меня вот только что было 8000 токенов. 8000 токенов. Я просто продал 7000 токенов. Вот недавно. Я даже больше, 8000 я продал токенов. Потому что мне нужны были... Я даже, по-моему, не 2, а 2,5 миллиарда потратил недавно на апгрейд всего. Ну, вот вы можете посмотреть, у меня все Хаос 8, вообще все. Просто весь там обуржуился, да. Но, как бы, оно того стоило, потому что я сейчас вот гайды буду в новом году писать для вас. Нещадные, вот. Ну и плюс, конечно, я прогрессирую довольно быстро по этим... Как это, по этажам, и сейчас уже убил какой-то 755 этаж. Я, по идее, должен быть в лидербордах, но что-то там тупит, но это мне не важно. Я рано или поздно все равно в топе окажусь лидерборда. И абсолютно не чухаю. Как бы, ну, непонятно, когда я начну как бы чувствовать вообще врагов. Хотя я играю вчетвером, это значит, что у меня сложность уже как 950 этаж. Потому что почти все, ну, там в 2 раза больше хп, почти всех хэдстрон там и так далее. Ну, чуть позже об этом скажу. Ну хорошо, мы на первом пункте что-то долго уже, так сказать, посидели. Давайте поедем дальше. Значит, что делать более-менее в начале? Значит, смотрите, в начале у нас 4 персонажа. Вот этих вот.
даже 4 персонажа. Так. Вот, 4 персонажа у нас в начале. И из них есть натуральная комбо. Во-первых, из них есть просто флеймаура и лосейка. Вот я бы вообще посоветовал просто сделать флеймауру, собрать ему Distraction, Deadly, Defense Rate. Не смотрите на гилжины, вообще без модов. Ну точнее, Double Defense Rate. Defense Rate слева, Defense Rate справа и 2 пустых мода. Просто не смотрите на моды. Зачем нужно? Distraction увеличивает урон, Deadly Strikes увеличивает ауру, увеличивает, как называется, рейнджу и Double Defense Rate. Все, 2 пустых мода остальных. И LSA тоже 3 пустых мода. Точнее, тоже Defense Rate справа, Defense Rate слева для кэпа и Distraction вампирик. Все. Вот на самом деле вот это две вещи, Флеймаура плюс LSA, они на самом деле при грейдах и при определенной помощи персонажа, вот допустим тройной грейд даже, вот 20 лямов и 4,5 ляма, они уже делают грязь. То есть одна АУЕ бьет, вторая шотает, как бы, там всяких там этих. И в принципе это уже неплохо. Вот. Но этот урон не имеет крауд-контроля. То есть это хороший урон, которым надо сзади помочь. И есть натуральная комбинация, есть Poison, вышка, в которую пиерсер надо вставить единственное, что которая бьет Poison. И есть маг, у которого есть Earth Shatter, в который Earth Stoss обязательно вставить, чтобы АУЕ урон был побольше. А иначе он по одному таргету только бьет. И он бьет землей. И вот и все. Получается вот так просто. Вот здесь земля нарисована, здесь Poison нарисован. Poison плюс земля дает самая сильная комбинация Petrify. И все это заливается. То есть неважно даже какой урон. Я вот натурально, мне вообще по барабану какой урон. Натурально дамажит Флеймаура плюс LSA. И это работает, вы не поверите, это работает даже на... Вот можно на канал мой зайти, на видео, и посмотреть патчмета. Это работает даже на Хаус 8... нет, это не то. Absolute King, вот. Absolute King, я 5 месяцев назад записал. Absolute King это просто мы ставим... на Хаус 8 PDT-шку, штатор и Флеймауру и LSA. Все. Причем я даже, видите, я здесь стартанул быстрее. И таким образом мы можем на самом деле поставить 2 Флеймауры, 2 LSA на каждую линию. Это 100. И PDT плюс шаттер это еще 100. То есть по 200 на линию. И все, и бегать, грейдить Флеймауру и LSA. Вам больше ничего не надо вообще для старта игры. И это, Хаус 8, так сказать, карта. Вы можете прокрутить, конечно, поверьте, я ее с легкостью прошел, никаких проблем нет. Абсолютно. Посмотрите, будет полезно вам посмотреть в любом случае вот это видео. Вот, поэтому просто делаем, фокусируемся. В игре вообще нет ничего сложного. Никаких модов не надо, не слушайте никого. Ни диверсов, ни анти, ничего. Только флеймаура, правильные шарды и дабл дефенс рейт. Правильные шарды, дабл дефенс рейт. Правильные шарды, то здесь тоже вампирик даже не обязательно. Дистракшн, вампирик, дабл дефенс рейт. Но здесь единственное, где мод понадобился, это пиерсер. Любого уровня, чтобы он просто пробивал щиты. Щитоводов будет очень много. Потому что это Expeditions в основном вы будете бегать. А Expeditions, соответственно, это... Expeditions это вот как минимум вангварды щитовики, геоды щитовики, то есть там боссы щитовики могут быть. То есть щитовиков много, поэтому любой вышке практически, который проджектайлами стреляет, нужен пиерсер. Вот. Исключение это шаттер. Шаттер не исключение, оно не стреляет проджектайлом, поэтому ему вообще без модов можно будет. Вот. Двигаемся дальше. Значит, билдордер. Вот смотрите. Вообще, в принципе, в игре я бы сказал так, что вы любую защиту можно просто посчитать. У любой защиты есть 3 мода справа и 3 шарда слева. Все. И начинаем считать. Нужен defense rate, кап. Сразу забиваем double defense rate.
То есть слева defense rate, справа defense rate. Это если у вас нет гилжиного defense rate или если нету десятки defense rate справа. Тогда в любом другом случае, либо если у вас одного из условий нету, а у меня в этом случае оверкап, то есть и десятка справа, и гилжиный слева. Вот. Любая из условий, если гилжиный слева, 40% дает кап defense rate. Вот. Кап defense rate это значит, что максимальный ДПС, атак рейт 0.31 в скобочках максимум. Вот, все. В первую очередь мы этого добиваемся. Значит, у нас, допустим, два defense rate. Слева-справа. Дальше мы смотрим. Если это Flame Aura, на самом деле очень мало защит, которым вообще нужен Deadly Strikes. Но Flame Aura определенно та защита, которой нужен Deadly Strikes. Вы можете просто попробовать снять Deadly Strikes, и вы увидите, что ни одну линию вы задефать не можете. То есть у нее 1000 рейнджи, а когда Deadly Strikes есть, то 1500 примерно рейнджи. Вот это критические 500 рейнджи, они очень важны. Потому что 1000 рейнджи я вам просто предлагаю потестить, побегать без Deadly Strikes. Я бегал, это отвратительно, ужасно. Я иногда забывал просто воткнуть Deadly Strikes. Я чуть позже расскажу про фишку. Вот, и получалось. Distraction, Deadly Strikes в Flame Aura и Defense Rate. Все, заняты. Справа занято Defense Rate и два пустых мода. Все, мы уже просчитали как бы вот эту защиту. Дальше смотрим LSA, например. В ней Deadly Strikes не нужен. Почему? Потому что у нее и так 1700 рейнджи, ну 1500, там 1700 у вас, 1650 натурально, да, когда вы просто прокачаете Defense Speed. Да, кстати, важно Defense Speed прокачать и все гамбиты вот здесь. Вот он просто 1500 Defense Range, значит, получает Defense Range, и натурально у него большой. Вот здесь самое время Distraction Vampiric. Я уже показывал, что Distraction Vampiric это очень много урона и Defense Rate. Все. И справа снова Defense Rate. И все. Мы забили справа два мода пустых. И не торопитесь туда что-то вставлять. Дальше смотрим. Piercer. Poison Dart Tower. Справа Piercer, справа Defense Rate, слева Defense Rate, Vampiric Distraction. Либо Explosive Poison. То есть мы вот так вот изначально просто должны, там, смотрим шаттер. Слева Defense Rate, Distraction, Erstos. Справа Defense Rate, все. То есть мы, и у нас маневр, это буквально два мода. То есть я что хотел сказать этим, что у нас время для маневра это 2-3 мода всего лишь справа, и все, фактически. И вот как бы нету никакого смысла вам вначале особенно заморачиваться на эти два мода. Ни диверсами их заполнять, ни анти. Просто вам самое главное именно построить главный билд-ордер, то есть Flame Aura LSA и Poison Dart Tower и Earthshatter. Все, пока что это ваш как бы, ну, уровень, который вы должны прийти. Поехали дальше. Значит, пока у вас нету там других героев, вы фокусируетесь на монахе. У монаха, ну, существует огромное количество разных пэтов. Вот, кстати, я хотел показать, почему реролить важно. Потому что вот при одинаковом монахе у меня Defense Health может быть 28 500, а при плохом роле 26 тысяч. То есть разница уже 2500. Потенциально там еще больше, и она двойная, потому что и Defense Power надо реролить, и Defense Health. Вот. Ну, поехали. Значит, какой пэта использовать? И каким героем играть? Какого героя в первую очередь одевать? Вот. Ну, конечно, все сходятся на том, что из всех героев, конечно же, надо одевать монаха. И я вам больше скажу, это и есть финальный ваш герой. Он до 999 этажа везде только монах. Монах самый топ. Он всех убивает. Вообще нету героев. То есть я 2-миллиардных боссов шоту. Я чуть позже буду видео выкладывать. И буду, ну, показывать, да. Как я просто убиваю 2-миллиардных боссов. Теперь, как одевать монаха? Давайте пробежимся. Во-первых, начнем с пэта. Пэта я всем советую просто Литикотла. Литикотл, потому что он падает часто довольно. И у меня вообще все одеты в Литикотл. Вот вы просто можете взять Литикотл. Литикотл, Литикотл, ну там, Литикотл, там и так далее, Литикотл. Во-первых, у меня их много, во-вторых, у них у всех есть Poison Tips. Poison Tips это каждый кулдаун 45 секунд и дополнительные
двойной урон фактически земляной магии на 8 секунд. Почему не Драголич? Вот есть еще Пэт Драголич, я с ним побегал, отвратительно, мне вообще не понравилось. Вот Драголич, например, есть. Вроде как круто, да, он увеличивает damage taken by 100%. Но, во-первых, на 5 секунд, то есть меньше. Во-вторых, те же 100%. Да, есть как бы бонус, что он увеличивает урон также и получаемый боссом, скажем, там, от вышек, да. Вот, но фишка в том, что 60 секунд кулдаун, и то, что на 5 секунд он всего лишь это делает, и то, что он это делает только на определенную группу лиц. То есть, условно, мы продули туда, ну, скажем так, вы защищаете две линии, да, вот здесь и здесь. Или там с воздуха летят, а здесь босс бежит. И тут босс, и тут Леди Орк бежит. Вот три линии, да. Вы кого будете продувать? Вы продули правого, и он только 5 секунд, вы его побили, а там вы пока там что сделали, хоп-хоп, вы его там вообще 2 секунды только побили под дабл дэмэджем. А тут уже воздух летит, а тут эти летят. И у вас получается этот пэт, это как бы в таверне или на словах неплох, но на самом деле это полное говно. Вот. И самое лучшее, конечно, это все-таки Poison Tips. Во-первых, у него кулдаун почаще, он не на 5 секунд, а на 8 секунд. Больше, чем в 1,5 раза больше. Его урон делает, просто тебя бафает двойным уроном и еще и земляным уроном. Это важно, земляным, потому что мы будем использовать Venomous Strikes, который дает Poison Damage, а здесь Poison Tips, который дает земляной. Это вообще как бы шутка, да? Poison Tips, который дает земляной урон. Вот не путайте, что кажется, что Poison будет давать, а на самом деле он дает земляной, и вы еще и воздух, вы таким образом еще и воздух будете петрифаить, он будет падать, и боссов петрифаить. Вот, то есть это Poison Tips в сочетании с Poison, Poison Tips, который земляной урон, в сочетании с Poison дает невероятный урон. Он вас бафает, вы и по нему 8 секунд бьете увеличенным уроном, и земляным еще, и комбинацией с петрифаем. Здесь бьете по воздуху, и Леди Орк бьете, и, короче, как вышка, вы просто в дабл дэмэдж на 8 секунд. А там на 5 секунд дабл дэмэдж только по кому-то из них. Надо выбирать. Это во-первых. А во-вторых, еще лучше это Sandstorm. Пока что я не понял, на ком они происходят, потому что у меня Sandstorm есть еще и на Voodoo Monkey. Вот. Возможно, он есть и на Летикотле. Ну, давайте вот можно сейчас попробовать, потестировать. Вот, допустим, Sandstorm зареролим. Poison Tips. Нету. Poison Tips есть. Сэншторма нету. Короче, самое главное, это, если нету Сэншторма, то Poison Tips. Но Сэншторм это еще лучше. Он кулдаун 30 секунд, то есть почти всегда. Он дает на 7 секунд. Чуть меньше урона, да, на 7 секунд. Но кулдаун 30 секунд, то есть я его чаще могу использовать. И еще и он дает ускорение на 50%. То есть вы еще и мобильнее бегать начинаете. И стрелять сильнее. То есть вообще просто умопомрачительно. Вот это абсолютный топ сейчас. Вот. Ну и дальше поехали по вепонам. В полиарме полный дэмэдж по шардам. То есть Burning Strikes, Venomous Strikes, Thunder Blow. Это все дэмэдж. Venomous Strikes контрит контрол бернов, дает Poison Petrify. Burning Strikes убивает Фросторка, фростового босса, короче. Thunder Blow увеличивает урон. По модам обязательно Focus Power. Обязательно Focus Power. Обязательно Piercer. Вот даже Frostfire не обязательно. Piercer, Focus Power обязательно. Потому что Focus Power у вас будет всегда на кулдауне и пэт, и тройка. То есть у вас двойной урон с этого Focus Power, как всегда. Вот. Иногда даже можно вот поддавать, условно говоря, когда вы все заюзали. Я это редко делаю. Иногда можно единичку поддать и дальше стрелять. Вот. Но как бы, такой профит, не знаю. В общем, я его не... Но все равно вот вы так прожали, стреляете по единичку, и вы вон 2 секунды стреляете усиленно. Значит, Focus Power, и я использую Frostfire. Вообще, пока он у меня работает на 750-х даже этажах, когда 2-миллиардные там 500-миллионные Леди Орки, там, вот так, все работает, короче, Frostfire работает. Но, может быть, и какой-нибудь
потом поставлю что-нибудь. Но я пока не вижу ничего лучше, чем Frostfire. Тем более вам. Шлем, соответственно, Worm Mana Капасикатор. Моды все на дэмэдж. Вообще неважно какие. Weapon тоже неважно какой. Вот реально. Heavy я не использую. Я стрелок. Монахом я стрелок. Я стреляю издалека. Если я подбегаю, меня всегда убивают. Просто сразу. Поэтому я вам советую просто быть стрелком монахом. Все. Тем более я вам видео скоро покажу, где я с проюзыванием вот этих двух обилок просто 2-миллиардных боссов убиваю, не знаю, за 1,5 секунды в соло. Ну, как бы больше урона и не надо, собственно. Вот, моды сразу пробегусь, тут все годится. И normal damage, и quintuple damage, и heavy damage, и damage buff, и monoburn damage. Короче, что вот попалось десятка, то и вставляйте. Вот, по шардам, значит, ну, нижний ролл, damage, конечно, потому что это обязательно должен быть прямо DPS-ер. Прокачивать, естественно, вот ДПС у него в первую очередь. Потому что то, что у меня 1,5 ляма жизни, это как бы побочный эффект. На самом деле он жить не будет. То есть на лоу-тир каких... Я уже на 750-х этажах, в принципе, меня ассасины, ну, не шотают, но где-то с 2-3 ударов убивают. Поэтому я фактически Glass Cannon, да, стеклянная пушка такой. Вот. Здесь, значит, Wormscarf Mana Channel. Здесь Crit Beacon Construction. Здесь Бульвар Power Gambit Heroic Power. И здесь Speed Regeneration Crane Stance. Даже вот Crane Stance, ну, Crane Stance можно оставить, но я им даже уже не пользуюсь, реально. Я только стрелок. Даже роллеров я убиваю как стрелок. Все, вот у вас основной монах. Он у вас удобно. У вас и пэт хороший у монаха, Defense Power дает, потому что вы флеймаурой и LSA-кой убиваете в основном. И у вас монах DPS, ну, прям все в порядке, все хорошо. Вот. И даже на манекене ДПС тут под 50 миллионов. Но не смотрите на этот ДПС, на самом деле, ну, я не знаю, он как-то, возможно, некорректно описывается. Но, в общем, на боссах он значительно больше ДПС. Поехали дальше. Poison Tips. Фокус Монк сказал уже. 4-й пункт. Знайте своих врагов. И основные враги. Вот здесь 10 типов onslaught модификаторов. Это Spellbreaker, Headstrong, Longshot, Курсикази, Control Burn, Frostork, Fly, Roller Lane, Арахнофобия. Вот. Но я бы здесь дополнил еще, что основные враги вообще вот по линиям, независимо от модификаторов, это, наверное, я бы выделил любых фростовые линии и леди-орков. Вот. Леди-орки, фростовые линии, они довольно сильны. И есть специфика вот у них обоих, их объединяющая. То есть в основном кто пробегает? Это леди-орки, потому что они быстро бегут и они незамедляемые. То есть леди-орк нельзя замедлить. И особенно если она headstrong, значит она headstrong unstoppable. То есть леди-орк берет и пробегает. Вот. И особенно мне смешно, когда вот эти дегенераты, которые советуют моды вставлять как можно быстрее. Вот. Они советуют типа что-нибудь вставить против леди-орков. Это, в принципе, типа совет вроде верный, но фишка в том, что леди-орк, их надо убивать как бы правильной комбинацией урона, а не там, ну, какие-то моды вставлять там, и так далее. Дело в том, что леди-орк, если она headstrong, то у вас с анти просто недостаточно урона, чтобы их убить, а с диверсами достаточно, но это тоже позже скажу. Вот. И их нельзя замедлить. И никак остановить, но можно только убить. Вот, поэтому против леди-орк, против фростовых линий ни в коем случае нельзя вставлять Boosted Grasps в буст-ауру. Вот я очень много видел. Вот главная лакмусовая бумажка для меня, чувак вообще ничего не сечет в игре или что-то понимает, это если, ну это как Juiceback всем советует поставить в буст-ауру Boosted Grasps. Еще и рейнджу. То есть у нас и так 6 модов, всего лишь 6 отсеков, скажем так, на что мы влияем. 3 мода справа, 3 шарда слева. И то они почти всегда забиты, потому что Distraction всегда мандатори, Defense Rate почти всегда надо вставлять. Короче, на самом деле у нас модулей принятия решения там 2-3 фактически. И вы, допустим, если ставите в буст-ауру Boosted Grasps, вы фактически самых важных юнитов, это леди-орк и фростовые линии. Да, фростовые линии, кстати, тоже невозможно замедлить. Вы берете,
и пропускаете. Boosted Grasp, кто не в курсе, это вот такой мод, который дает замедление на 50% всех, кто пробегает через ауру. А замедление не работает натурально на Lady Orc и на фростовой линии. Поэтому никаких Boosted Grasps. Вот. И здесь я бы сказал фокус на другом сделать. Ни на моды, ни на анти, а просто взять и купить себе 4-го героя Еву. Вот, давайте я в колоду добавляю Еву. И самое главное у Евы это сделать фокус прямо, самый первый фокус. Вот кого бы я посоветовал купить первым, только это Еву. И сделать первый фокус на вот эти два билда. Это протонка, Double Defense Rate. Defense Rate справа, Defense Rate слева. Poison, Tenacity не обязательно, но желательно. То есть это соппортящая протонка. Destructive Pylon, Frostbeam. Вот как она здесь есть. И Reflect. Reflect, Tenacity, Defense Rate справа. Антимили вообще пустой оставляйте. Он не ДПСит, это старая история. Я его даже не грейжу. Слева Shattering Torpedo. Она бьет землей. Vicious Strikes. Она дает рейнджу. И Defense Rate. Double Defense Rate. Вот. Double Defense Rate это как бы тоже не мандатори. Но вот это крайне желательно, потому что будет тогда фростовый линии тоже останавливать. Все, вы покупаете Еву и просто делаете тут же протонку рефлект. Вот такие. Все, что вы собираете, никакие не анти. Так, что это вам дает? Вы на каждой линии можете вот так вот взять и поставить. Значит, что такое? Во-первых, рефлект, он отражает. Он полностью защищает от рейнджевиков. Потому что вы всегда можете взять и поставить, например, стенку и рефлект. И любого уровня лучники будут просто стоять бесконечно времени, стрелять в эту стенку, пока вы их просто, стоя сзади рефлекта, не убьете. Вот. Значит, то есть рейнджевики уже не проблема. Дальше. Вот эти две комбинации, один дает Poison, второй дает землю, но только Shattering Torpedo. Видите, там написано бонус Earth Magic. Вот. Shattering Torpedo дают, в принципе, вам проходить любые карты. Уже все. Вот только вот поставив вот это, сзади можно натурально просто поставить флеймауру и лосейку. И все. И вам не нужна PDT-шка, вам не нужна сзади PDT-шка и шаттер, потому что у вас роль PDT-шаттера уже заменила вот эти две молодых товарища. Но в нем еще и стоит Destructive Pylon, который еще бафает дополнительно флеймауру и лосейку. И можно, в принципе, вот реально вот таким билдом, в принципе, убивать, да. Ну, можно поставить там 2 флеймауры вот так вот, да, там в раскорячку. 2 лосейки. Ну, потренируйтесь, посмотрите, да. Вот. Можно еще флеймауру тут вот так в триаду такую поставить. Вот. И погрейдить. Почему я про это сказал сейчас? Потому что если вы сделали как можно быстрее вот эти два, сфокусировались на вот эти два билда, вам вообще без разницы, как экспедиции проходить. Вы сможете пройти там, не знаю, этажей 400 тупо на каждой линии, просто вот так вот застраивая. А это можно закидывать, говорю, флеймаурами, PDT-шки сзади ставить, там что угодно. Вот что у вас дамажит, скелетов, там, не знаю, элвиш артиллерии. Вот все, что угодно вы можете ставить, а спереди просто есть гарантированный петрифай. Ну, исключение только это Headstrong линии. Так, ну давайте ускоряться потихонечку. И тогда, когда вы купили себе Еву, я вам советую играть вот таким сетапом. Да? Монах, Ева, Хантрес. И 4-го еще купить, допустим, Лавомансера. Либо купить себе вот этого нового монаха 4-го. Вот такая история. Давайте даже я вот здесь вот так вот сделаю. Почему? Чуть позже тоже расскажу, потому что у него есть водяная интересная аура. Но в любом случае у вас есть обязательно 3 вот этих героя в колоде. Вот эти 3. 4-й заменяемый, теоретически заменяемый. Вот. Почему вот эти 3 героя? Потому что у монаха есть флеймаура и лосейка. У Евы есть рефлект протонка. Я даже еще про бустбим не говорю, бафбим. Про МФР тоже пока молчу. То есть флеймаура и лосейка, протонка, рефлектора. И важно еще иметь Хантрес, потому что у нее есть Poison Dart Tower, которая Controlled Burn контрит. И воздух контрит, и наземную линию.
Controlled Burn важная линия. И чуть позже я скажу еще арахнофобию и курсиказы контрить. То есть важно. То есть даже не из-за трепа пока что, а хотя бы только, что она контрит. Вы можете парировать тем, что протонка поизон. Но на самом деле Controlled Burn линии такие коварные, что они пробегают массы. И все равно нужно сзади бэкап, который бы их контроль. Иначе они вообще 0 урона получают. Так, поехали дальше. Значит, теперь вам надо сфокусироваться на финальной мете. Финальная мета это, вот вы можете взять, зайти. Вот у меня есть видео. Dungeon Final Meta Build. Final Meta Build, а он вообще не поменялся. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Вот он не поменялся нисколько. Значит, я здесь просто поставлю сразу этот билд, а вы его уж посмотрите все-таки на YouTube. Значит, в этом билде есть от 8 до 10 дефенсов. Трэп, Флеймаура, Фишура. Я вот и прям подряд ставлю. Элсейка, PDT-шка. Это 5 активных защит. Сейчас мы их разберем каждую по очереди. 5 активных защит. И дальше они бустятся, значит, буст-аурой. Ну вот я здесь не попал. А, нет, попал. Буст-аурой и бафбимом. Это 6-7. Ну, здесь я не дотягиваюсь. Их можно более аккуратно справа поставить. PDT-шку я сейчас не буду прямо замерять. Вот. Мы их бафаем бафбимом. Буст-аура, бафбим. И единственное, чего не хватает, это теперь, во-первых, крауд-контроля. И, во-вторых, дистрактив пилону. Представьте, всего лишь протонка, рефлект, насколько они функциональны. Они дают вот так вот протонка, она дает очень много и замедления, и фрост. И дают рефлект, отражает отражает стрелков, отражает, значит, петрифает, отражает сайбергов, защищает всю эту постройку. Вот, получилось 5 плюс баб, 6-7, плюс протон рефлект, 8-9. 9 защит, это и есть наш, в общем-то, кэп, да, скажем так. Вот, 9 защит, ну, сейчас у меня чуть поменьше ДПС на них, потому что я один, без Ancient Power. Вот, но, тем не менее, вот, у них такие приличные DPS у всех. И вот этот Final Meta, вы можете заметить, что у меня везде абсолютно 2 диверса. Я чуть позже расскажу, почему именно 2 диверса. Вот. Но на самом деле подсказка уже была в начале, что у нас маневр, пространство для маневра всего 2 мода. 2 мода это и есть 2 диверса. Вот, фактически. Вот. Вот этот билд мы пытаемся сделать. В начале, давайте вот 9 защит многовато, давайте сразу я скажу, фокусируемся. Протонка, рефлект я уже сказал. Флеймаура, ЛСА я уже сказал. Давайте убираем фишуру, убираем трэп. Вот. Ваш минимум это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 защит. Ну, то есть 9, 2 убрал. Вот хотя бы 7 защит лучше вам уже научиться делать. Тогда у вас активно будет дамажить. PDT-шку вы редко будете использовать. В основном вы будете фактически дамажить Флеймаура и ЛСА-кой. Под сильными усилениями. Почему еще, кстати, важно буст-ауру и бафбим держать с максимальными усилениями. Потому что никаких бустит грасп, ничего. Потому что они очень сильно бустят. И их дистрактив пилон бустит и буст-ауру, и бафбим, и флеймауру. Вот. И здесь важно еще посмотреть, как это все работает. Вот у меня есть видео на канале. Вот. LSA Tier 1 from 1 million to 40 million. То есть я здесь прям шаг за шагом объясняю, как... Ну вот вообще это хороший такой, на самом деле, гайд. Не пожалейте. Там я очень много объясняю, как это, хоть и в старом патче было, да, но я объясняю, как шаг за шагом увеличить урон там в 100 раз буквально. Вот. Не буквально, а прям реально в 100 раз. Вот. И здесь получается у нас Флеймаура и ЛСА, который уже ДПС. Потом потихонечку прикупаете
Embermount фишуру. Почему именно фишуру важно? Потому что у нее есть важный мод Embermount Flames, который нам позволяет загрейдить только ее. Я ленивый человек, да? Вот я грейжу только ее. И вот она у нас получается вот там. Так, здесь что-то маловато. Ну ладно. Она вообще у меня 90 где-то миллионов. Ну, здесь вот 60 миллионов. Хорошо. Вот. Она вот эти 60 миллионов загрейдив, сюда зайдя любая особь, любой босс, если он пробежит, допустим, Headstrong, Lady Orc, да, вот здесь уже включается. Никакой анти ничего не поможет. Если сюда забегает Headstrong Lady Orc, он пробегает. Там, допустим, поэтому анти-дурачки, они реролят вообще Headstrong линии, в принципе, потому что они их пройти не могут никак. Вот. Он пробегает, и его все равно дожигает вот этот урон. Сидящий лорд, как бы вот в этих всех защитах. Вот. А PDT-шка нужна для линий постарше, об этом чуть позже скажу, что там, она контрит курсиказы и вот эти линии. Поехали дальше. Вот. Здесь также добавляются еще возможные ойл с тройным рейнджом и деструктив пилоном. Это в основном нужно как дополнительная точка диверса, но и он вообще-то замедляет, он вообще-то увеличивает урон. Когда у вас полный пакет, так скажем, есть лишние ресурсы, а это часто, очень часто на картах вы действительно есть лишние ресурсы, вы еще ойл спереди ставите, он разгоняет диверсы и увеличивает урон. То есть с ойлом, я не знаю, у меня вообще ни одна линия ни разу не проходила ни на каком волне, никогда с ойлом. Это просто убийца, так сказать, ойл дополнительно ставил. Еще важно дополнить, что МФР-ку, вот по МФР-ке отдельно я гайд сделаю. Давайте я сейчас не буду распространяться, но я остановился, вот у меня МФР-ка может быть и Poison Stunning Revelation, и Storm Tenacity. И я сейчас остановился на ДПС МФР-ки, Шторм 2 диверса. Почему? Потому что я ее использую в комбинации с водяной аурой. У меня есть с одной стороны водяная аура Destruction Deadly Water Jet, а с другой стороны у меня есть Weapon Manufacture Шторм 2 диверса, который, в общем-то, они в двоечка, они разбирают абсолютно любую, ну, вот, такой комбинации, там, ну, под бустами, там, да, вот, ну, я не буду ставить, под бустами с ойлом они разбирают вообще любую воздушную линию. Ну, до 500 миллионов я тестил, отлично разбирается. Я думаю, что и до миллиарда будет разбираться. Ну, а после миллиарда, может, тоже. Либо я уже что-нибудь там придумаю. Короче, вам гарантированно это хватит. До миллиарда это, ну, убивает просто любой воздух. Я думаю, и после даже убивает. Так, поехали дальше. Значит, пока мы не достигли чего-то из этого, не бойтесь ставить вот эти диверсы. То есть ставить диверсы маленького уровня, потому что они потихонечку будут все равно дополнять друг друга. То есть вы потихонечку будете эти диверсы. Вот поставили, как вот у меня в билде просто есть, вот, например, вот Flame Aura, Defense Rate, DTC, DCD. Вот поставили прям единички. Единственное важно, что Defense Rate важен справа, допустим. Ну, если вот в моей комбинации, если вот как сейчас, то неважно, там, Defense Rate слева, Defense Rate справа, хорошо. Но если, допустим, где важно? Важно, например, вот здесь. С Mass Destruction, да, вот здесь Defense Rate гилжный важно слева, потому что он, ну, как бы освобождает мод. То есть гилдить Defense Rate, либо мод десятка, либо гилдить важно, потому что он освобождает либо шард, либо одно место из 6, короче, он освобождает. Вот, это очень важно. Но пока вы, короче, к этому не пришли, вы просто берете, заходите на Википедию и смотрите 6 сопортящих модов. Вот. Я бы выделил из них вот первые два. Tenacity, Defense Rate. Tenacity мы ставим, соответственно, на протонке, на рефлекте. Для того, чтобы... Можно только на рефлекте, и он будет защищать все остальные постройки. То есть именно один рефлект — это уникальная вообще защита, которая единственная обладает вот этим свойством, что она всех защищает сзади. Она не только от стрелков защищает, она еще и контрит цайборгов полностью абсолютно. Никто не может... Ни одна другая защита не контрит так цайборгов. Defense Rate очень важный мод.
который высвобождает один шард. Вот. И все, в принципе, дальше я бы, ну, пиерсер для PDT-шки, ренджа, ну, не очень важно. Элемент, ну, шторм, допустим, важен для МФР-ки. И, ну, вот специальные какие-то моды, там, типа Embermount Flames, вот у меня есть, Stunning Revelations. Но по очень крупному вы просто можете запомнить, что везде два диверса. У меня Embermount Flames 2 диверса, у меня PDT-шка, Piercer 2 диверса, у меня Flame Defense Rate 2 диверса. То есть у меня 2 диверса, а потом я уже думаю третий мод. Либо Defense Rate, либо Piercer, либо Embermount Flames. Вот. И у меня единственный 3 диверса это LSA. Здесь выгоднее было бы вместо Diverse Power Defense Rate вставить, если слева поставить Mass Destruction. Да, и очень важно, пока вы это делаете, конечно же, сделайте 2 Mass Destruction. Ну, воткните их, допустим, в LSA-ку и Flame, и делаются они, первый Mass Destruction идет за 50 звезд в мастере, просто делайте мастере потихонечку, вот. А второй намного сложнее, второй это надо пройти все Prime Incursion, все. Вот это вы можете на стримы заходить или вообще заходить и просить помощи, я вам могу, запросто помогу, ну или кто-нибудь еще, пройти все праймы, проходятся все праймы, дается Mass Destruction, и копия, одна копия всех гипершардов. Гипершарды это вот эти вот Destructive пилоны, Vicious Strikes там, и так далее. Так, двигаемся дальше. Значит, еще почему Proton Reflect очень важно на этом заострить внимание, потому что есть такие линии, как курсиказы, есть такие линии, как пауки. Они очень схожи тем, что вот, допустим, вы поставили какую-нибудь бустауру, да, уже там что-нибудь. И у вас есть аура. У них, у бустауры есть ренджа, в данном случае 713. У флеймауры есть 1500 ренджа, у LSA. И если сюда забегают курсиказы или пауки, то они уменьшают ренджу бустауры. Они даже могут так уменьшить ренджу бустауры, что она будет вот такая маленькая вокруг вот этого ящичка. И она даже перестанет бустить кого-либо вокруг. И аура, ну, если мы поставим даже МФР-ку какую-нибудь, да, вот, допустим, МФР-ка, которая станет, у нее тоже аура будет уменьшаться, пока до нуля, просто до нуля. Вот, и здесь очень интересное такое свойство есть у протонки. Это тоже уникальное свойство только у протонки, что у нее нет ренджи. То есть она вот какая стоит, такая и есть. И если ее дебустят курсиказы, если ее дебустят пауки, хоть миллион пауков и миллион взорвется вокруг нее курсиказы, да, у нее урон упадет, да, до нуля. Но она все так же будет по свойствам замедлять, значит, до 35%. Она также будет фризить, она также будет деструктив пилон давать, она также будет пойзонить. То есть все функции она будет выполнять, кроме дэмэджа. И если в нее вставить Double Defense Rate, фактически она контрит и пауков, потому что пауки и ренджу, и дэмэдж уменьшают, и ренджу уменьшают, и рейт уменьшают. А курсиказы только ренджу и дэмэдж уменьшают. А фростлейны уменьшают именно только рейт. Получается, комбинация, да, фрост против курсиказы дает нам пауков практически. Вот. Но протонка контрит, как сопортящая протонка с Double Defense Rate, контрит вообще все три линии. И фростов, и курсиказы, и это самое. Поэтому я на все линии вообще курсиказы вот так вот ставлю стеночку. А дальше расстреливаем это баллистами, там, элвиш-артиллериями, чем угодно. Это очень вот важно, такое замечание. Поехали дальше. Значит, upgrade scales. Важно понимать, что в игре есть вообще вот такие защиты. Ну, есть еще 10-й персонаж, это Элвиш артиллерия, но он ничего не меняет. Я здесь поставил как бы оценки, вот, свел это в базу, и в этой базе, это в Википедии все есть, в этой базе просортировал по мере увеличения. Кстати, вулкан уже 80, по-моему, стоит. Здесь некоторые изменения есть. Ну, попозже я это сделаю. В основном суть сохранилась. Здесь самый главный параметр это сколько стоит дефенс юнитов. И дальше Ethereal. Ethereal это значит
эта вышка взрываема или нет. Очень важно, понимаете, только средств в игре есть, которые стремятся взорвать, ударить, Ладиорг пробежит, убьет вашу Cannonball или баллисту, на которую вы потратили 5 апгрейдов и как бы все свои богатства, да, потратили на Cannonball, вот, а он взорвался, а вы на него 500 монет потратили и все, и заново строить. Ее стремятся взорваться воздушные кобольды, камикадзе, там, пауки, добежать. Короче, стрельнуть в нее какой-нибудь лучник норовит не ровен час. Бот в нее кинуть там замедление. Короче, если вышка это тавр, это плохо. Это очень плохо. Самые крутые вышки это все-таки вот Flame Aura, Ezreal, да, там, Протонка Ezreal, там, да, какой-нибудь вот, Trap LSA. И чем меньше Defense Unit, тем больше Upgrade Scale. То есть, если мы возьмем, допустим, Flame Aura, вот у нее урон 1,6 миллионов. Если мы ее грейданем, то она увеличится плюс 50%, плюс 100%, плюс 150%, плюс 200%. То есть у нее изначально 1,5 ляма, условно, а в конце в 3 раза больше, плюс 200%, 300%, 4,5 ляма. То есть upgrade scale мы за 500 кристаллов получили в 3 раза больше урон данной постройки. Это если 30 дефенс юнитов. Теперь, если LSA 20 дефенс юнитов, мы, вот LSA стоит 4,5 ляма, во-первых, у нее база уже больше, но он и бьет по одному всего. Но вот у него 4,5 миллионов, а теперь те же самые 500 монет мы потратили, но мы увеличили ее ДПС в 5 раз. 4,5, 22, 22,5 должно, 24,3, больше, чем даже в 5 раз. И это максимальный апгрейд скилл, существующий в игре, в 5 раз. То есть мы за одни и те же монеты увеличиваем урон постройки в 5 раз. Точно так же выделить из этих построек можно две. Трэп и LSA. Рефлект урон нерфленный. Ойл урон может наносить. Я делал за 200 миллионов ДПС у Ойла. Но он ренжа маленькая сильно. И он такой ситуативный, я бы сказал. Пески у Мистика тоже можно сделать теоретически. С диверсами вообще любую защиту, хоть деревянную, да, можно с диверсами сделать супер ДПС еще. Но нужно ли? Пески тоже там есть проблемы. Дами 3 не дамажат. Койл, он вышка. Все. Больше не существует за 20 монет ничего. Единственные защиты, которые очень сильно бьют за 20 монет и имеют апгрейд скейл, это трэп и LSA. Все, трэп и LSA. Поэтому, кстати, я рекомендую Flame Aura LSA, потому что Flame Aura работает на массу, и у нее апгрейд скейл почти самый высокий X3. А LSA самый высокий, ренжа окей, X5. Да. Но еще есть трэп. Трэп тоже не надо списывать со счетов. Вот у нее 3.6. И, соответственно, у нее апгрейд скейл тоже X5. Вот она стоит 3.6, а вот она стоит 20. Вот. И еще у трэпа есть такая приколюха, что у нее есть Fire for Effect. И вот у меня вообще трэп просто идеальный. Defense Rate, 2 диверса. Defense Rate освобождает нам шарды. И тут прям 3 ДПС. Destruction, Fire в 1,5 раза. Вампирик на 37%. То есть просто залепили даже без Mass Destruction. Он у меня очень достойный ДПС дает. Но на самом деле может быть и с Mass Destruction. Еще больше. Вот. И получается это не 20 миллионов ДПС. А Fire for Effect не пишется в тултипах. Это 30 миллионов ДПС. Вот здесь прямо сейчас. Вот. И получается вот такая вот история. Что вот мы можем выделить вот эти две основных защиты. Ну вот я рекомендовал в начале. Ну, у трэпа есть тоже свои ограничения. Пока вы не сделаете мету, вам тяжело будет с трэпом работать. А LSA она везде работает. И омни-волны шотает, и все хорошо. Поехали дальше. Значит, МФР. МФР-ку давайте все-таки я отдельно сделаю. Я сейчас просто покажу, как я сейчас использую МФР-ку. Я беру... ну я уже показывал, да. То есть я беру водяную ауру с Waterjet'ом, водяную ауру и шторм МФР. Вот, значит, одна шторм, другая вода, дает электрокют, и в основном это работает очень хорошо на воздух. Вот, но МФР, как говорю, может быть и self-proc, то есть она может быть шторм плюс water,
сама без необходимости Waterjet. Она может быть и Poison, она может быть дамажащей. Короче, очень много комбинаций, но вот я пока остановился на Шторм, МФР-ка, да, причем ДПС-ищая МФР-ка, 2 диверса. Вы удивитесь, я и Skygward тоже. Земля 2 диверса. То есть у меня вообще все 2 диверса. Вы не представляете, 2 диверса втыкаешь, просто не думая. И все просто начинает светиться. Все начинает ДПСить просто там в 4 раза больше. Вот там и так далее. Так, значит, иногда у нас получается такая история, когда нам нужно поставить в один пучок и воду, водяную ауру и флейм ауру. Когда это может быть? Например, у нас флейм аура же Double Defense Rate, но она против фростовых хорошо вытапливает. А вода, кстати, бьет в 2 раза меньше по фростовым линиям. То есть они как бы контрпик друг другу. Вот. Но вода, она бьет хорошо и воздух, и Controlled Burn. Вот. А что если у нас фростовая Controlled Burn линия? Либо фростовая линия, а справа летят Controlled Burn, а слева фростовая линия. Короче, какая-то комбинация из 2-3 линий, где либо воздух, либо земля как-то перемешанные идут фростовые линии и какая-то линия Controlled Burn. Вот, тогда мы должны поставить и водяную ауру, которая Controlled Burn будет контрить и воздух, и Flame ауру, которая будет контрить фростовую линию. Но как это сделать в одном пучке? Это тяжело, потому что вот смотрите, мы бам поставили Flame ауру, бам поставили водяную ауру. Ну вот так вот можно поставить, в принципе, да. Но вот можно взять и выткнуть Deadly Strikes. Вот, бам, выткнули Deadly Strikes. И можем поставить сильно ближе вторую ауру. А потом, самое главное, не забыть воткнуть Deadly Strikes обратно. Тогда, кстати, у меня много вайпов было, потому что я ничего не понимаю. Вот как раз потестируйте без Deadly Strikes, побегайте. И тогда и одна аура есть, и вторая аура есть, и все в порядке, все хорошо. Слушайте, ну у нас Tips and Tricks затянулись. Я хотел еще 5 делать, но давайте я на этом пока закончу. Я лучше сделаю еще один выпуск с Tips and Tricks. В общем, пишите, как вам зашел формат. Еще раз говорю, самое главное, это цельтесь на финальную мету и вначале просто потихонечку делайте монах плюс флеймаура, ЛСА и протонка плюс рефлект. Это все всех побеждает. Все, ну до следующих Tips and Tricks тогда. Все, спасибо.